Салем Достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Анастасия. И сегодня я покажу вам, как плести вот такую тунику из трикотажной пряжи. У меня это пряжа Saltera 7-9 мм, прекрасно подходящая для такого типа изделий. Начинаем плести с верхней части. Для этого на каждое плечо навешиваем по 4 нити длиной 5 метров. И вяжем квадратными узлами, но не простыми, а крайние нити уводя в середину квадратные узлы. Длина лямочки примерно 25-27 сантиметров в зависимости от роста. И к тому же нужно помнить, что трикотажная пряжа весьма эластичная, и она вытягивается. Поэтому если ваш рост небольшой и сама эластичность ткани нити достаточно высокая, то длину лямочки можно и уменьшить. Приступаем к плетению туники. Отрезаем 8 нитей по 5 метров и на каждое плечо навешиваем по 4 нити. Заканчиваем навешивать нити. Далее плетем квадратные узлы. Узел у нас будет не простой, а со смещением боковых нитей в центр. Таким образом у нас получится вот такой красивый узор. От узелка до узелка отступаем примерно 4 сантиметра. Длина каждой лямочки от 25 до 27 сантиметров, как вам удобно. Это может быть и большая, и меньшая длина в зависимости от роста. При плетении обязательно проверяем симметричность, чтобы лямочки были одинаковые. То есть узелки на каждой лямочке должны располагаться параллельно. После того, как сплели лямочки, нужно будет навесить нити, чтобы продолжить плести платье. Итак, начнем с переда. Для переда мы навешиваем здесь по 2 нити, здесь соединение 1, 2, 1, 2. И по бокам 1, 2, 3. По 3 нити. Здесь 3 и здесь 3. Как навесить нити, я покажу далее в видео. По спинке у меня меньшее количество узлов. К центру по одному, здесь соединение. А по бокам также по 3. 1, 2, 3. Здесь соединение. И тут также 1, 2, 3. Получается, по переду я навесила 10 нитей по 4,5 метра. И по спинке 8 нитей по 4,5 метра. Навешиваем нити для плетения основного полотна платья. Обязательно смотрим, чтобы ниточки располагались у нас симметрично на двух половинках. Навесили ниточку и плетем квадратный узел, крепко затягиваем, чтобы в процессе носки узел не растягивался. И далее смотрим видео и навешиваем нити точно так же, как и я. Но если ваш размер больше или меньше, не бойтесь экспериментировать. Вы можете навесить большее количество нитей, тогда у вас будут ячейки при плетении меньшего размера, или больше нити, если ваш размер больше 46-го. Все зависит от ваших предпочтений.
Далее плетем полотно. Так же, как и лямочку, будем плести квадратный узел со смещением боковых нитей. Боковые нити переводим в центр и провязываем квадратный узел. Таким образом получается такой необычный рисунок. Очень просто плетется и выглядит достаточно эффектно. При плетении узлов обязательно смотрим на параллельность, чтобы узлы из одного ряда были параллельно друг другу. И далее таким образом плетем всю тунику до конца. Весь процесс я показывать не буду. Я оформлю свою тунику по краю ровно. Вы можете сделать это ромбом, либо по диагонали, как вам покажется симпатичней. Мне нравятся все способы, но в данном случае я сделала ровный край.
Вот таким несложным способом плетется эта туника. Я думаю, что вы с легкостью справитесь. Край своей туники я оформила ровно. Также мне очень нравится, когда край туники оформлен ромбом или по диагонали. Тут все зависит от ваших предпочтений. В целом хочу сказать, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь вносить что-то свое и пробовать что-то новое. И желаю вам творческих успехов. До встречи!